Привет друзьям и всем, кто смотрит мои видео. Друзья, сегодня я готовлю очень вкусную запеченную картошку в фольге. Вот такую сочную, ароматную, с сыром и внутри с грибочками. Вкусноте неимоверные. Для сытного домашнего ужина самое то. Если вам интересно, как приготовить такую картошку, оставайтесь со мной. Для этого первым делом буду запекать картошку на решетке. Стандартная решетка от духовки. Картофель помыла и выкладываю прямо на решетку. Благодаря этому картофель запечется со всех сторон, кожица будет сверху румяная и внутри картофель должен проготовиться полностью. Если ее выпекать сразу в фольге, тогда не получится у вас румяной корочки. 200 градусов температура. Режим гриль и конвекция. Вы же смотрите по своей духовке. Главное, чтобы у вас картошка получилась румяная и пропеклась полностью внутри. У меня это занимает где-то минут 40-50. Вы смотрите по своей духовке. За время выпекания периодически картофель переворачиваю с одной стороны на другую, чтобы равномерно она подрумянилась. Теперь займусь приготовлением начинки. Шампиньоны, небольшой кусочек сыра, масло сливочное. Для удобства я порезала просто кубиками. И сливки. Вместо сливок можете использовать, например, одну луковицу. Фольга еще нужна. Твердый сыр натру на мелкой терке. Сыр стараюсь выбирать хорошего качества, так чтобы он потом в готовом блюде хорошо плавился. Сыр уже натерла. Теперь нарежу шампиньоны. Шампиньоны у меня 5 штук, довольно такого крупного размера. Нарезаю небольшим кубиком. Если грибы нарезать пластинками, тогда немного неудобно будет кушать такую картошку. Все, грибы нарезала, теперь буду обжаривать их на сковородке. На сковородку разогретую добавляю 2-3 ложки растительного масла рафинированного. Отправляю грибы и буду тушить, постоянно помешивая. Крышкой не накрываю, и в конце готовки обязательно, когда влага практически вся испарится из грибов, надо добавить, вот грибочки уже практически готовы. Теперь мне надо их посолить и добавить небольшое количество черного молотого перца. Если вы вместо сливок будете использовать луковицу, тогда просто мелко ее нарежьте и вот на данном этапе добавьте одну мелко нарезанную луковицу. У вас получится начинка не сливочная, а грибы с луком. Я же добавляю где-то 100-150 мл сливок. Еще подсказка для хозяек, кто покупает домашнее молоко. Вот когда оно сутки отстоится, можно снять домашние сливки и их добавить. Вкус будет практически одинаков. Все, сразу выключаю. Грибная начинка моя уже готова. Теперь картофель испекся. Он такой красивый, румяный. Немножко подостыл, буквально там 3 минутки. Так, чтобы можно было легко с ним работать. Для удобства можно взять вот такую глубокую миску. Выкладываю лист фольги, картофель. Разрезаю горячий еще картофель внутри ножом. И теперь с помощью вилки разминаю внутри картошку. Добавляю небольшой кусочек сливочного масла. Хорошо распределяю его по всей поверхности. И теперь надо присолить по вкусу. Щепотка соли. Большая столовая ложка щедрая грибной начинки со сливками или же грибы с луком. И столовая ложка твердого сыра тертого. Укутываю фольгой. Или же на лист фольги можно выкладывать сразу 2 картошки. Разрезаем ее. Если картошка небольшая, такая как у меня, тогда из 2 картошек у вас получится одна как бы большая. Точно так же разминаю внутри картофель с помощью вилки. Добавляю сливочное масло, которое добавит и аромат, и сочность, грибную начинку и сверху твердый сыр. Все хорошо укутываю и получаются вот такие лодочки. Очень вкусный, ароматный. Теперь буквально на 10-15 минут в духовку, 180-200 градусов.
И такая картошка уже готова. Моя картошка уже испеклась. Сверху я присыплю ее свежим зеленым лучком, так как лук в грибной начинке я не добавляла, у меня будет свежий зеленый. И можно подавать к столу. Ароматная, вкусная картошка, запеченная, сверху корочка румяная, внутри сочная начинка, сыр. Это очень, друзья, вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Грибы, кстати, можно использовать не обязательно шампиньоны, а лесные, любые опята, замороженные грибы. Надеюсь, видео было вам интересным. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписываться на мой канал, кто не подписался. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео. С вами была Виктория. Пока-пока.